Всем привет! Сегодня у нас праздничный рождественско-новогодний эпизод. Впереди Новый год, и, конечно, каждому из нас хочется ощутить атмосферу праздника как можно сильнее. В этом выпуске мы рассмотрим 10 лучших рождественских ретро-видеоигр, каждая из которых способна подарить массу положительных эмоций. Итак, давайте начинать! Начинаем мы, как обычно, с истоков. С Atari 2600. На мой взгляд, самая новогодняя игра для данной системы — современный ремейк игры Keystone Capers 1983 года. В оригинале вы были офицером полиции Келли Кистоуном, который преследовал магазинного воришку Гарри Хулигана по этажам универмага. В рождественском ремейке вы примерите на себя роль Санта-Клауса, правда, почему-то без бороды, который должен поймать отбившегося от рук эльфа, попутно собирая оставленные им чемоданы. Как и оригинал, игра имеет замкнутый цикл, и после поимки плохиша вы возвращаетесь к началу, чтобы снова его ловить все с большим количеством препятствий. А эта игра своей графикой напоминает орнамент на теплом новогоднем свитере. Вы — Санта-Клаус, который пролетает над сельской местностью в своих санях, запряженных в козлоподобного оленя. Ваша цель — забрасывать подарки в трубы домиков. Число подарков ограничено, и время от времени усатое существо с нимбом сбрасывает их вам с небес. А вот подарков красного монстра лучше избегать. Помимо него, против вас выступает сама природа, атакуя ваши сани молниями. Но позвольте, скажете вы, но ведь Санта-Клаус сам должен доставлять подарки, пролезая в дома через каминные трубы, а не бомбить их коробками с воздуха. Так делать тоже можно. Приземлившись на крыше, вы спускаетесь в дом по трубе, избегая языков пламени. Далее главное не столкнуться с его обитателями, которые, несмотря на позднюю ночь, все еще не спят, и не осчастливить их раньше времени. Положив подарки под елку, мы тихонько уходим через дверь. От Atari мы плавно переходим к ZX Spectrum. Игра Plum Duff или Рождественский пудинг. Год 1985. В этой игре дух Рождества просто зашкаливает. К тому же она очень смешная. Сюжет этой игры очень жизненный. В канун Рождества Санта хватил лишнего и по ошибке разбросал все подарки не туда. Теперь ему нужно летать от дома к дому и, пробираясь внутрь, собирать подарки, заброшенные по ошибке, и класть в чулки правильные подарки. Также в домах можно найти вкусную еду, поедая которую Санта восстанавливает силы. Отдельного внимания заслуживают детские письма Санта-Клаусу в нижней части экрана. Они милые, смешные и с кучей ошибок. Также на экране появляются интересные факты о Рождестве, которые не менее забавные. Следующая игра необыкновенно позитивная. Вы — веселый снеговик Фрости, которого Санта, в игре он зовется Father Christmas, отправляет за подарками в пещеру к эльфам. На пути вас ждет множество препятствий, но не время думать о трудностях, ведь от вас зависит судьба Рождества. Атмосферности игре добавляет снегопад и веселая мелодия за кадром. Кстати, в эту игру можно играть и вдвоем, именно поэтому экран разделен на две части.
наш следующий герой – антропоморфный и листый прыгун Джеймс Бонд, злейший враг которого «Доктор может быть», отсылка к «Доктору нет» из фильмов о Джеймсе Бонде, захватил Северный полюс и мастерскую Санты, взяв его помощников в заложники. Часть из них перешла на темную сторону. Задача нашего героя – вернуть украденные игрушки детям и победить злого доктора может быть. Поскольку миссия происходит на суше, наш земноводный герой использует роботизированный костюм, который придает Понду сверхчеловеческие силу и ловкость, а также позволяет ему почти бесконечно растягивать свое тело. Игра необыкновенно яркая. Это целый сказочный мир, путешествовать по которому – одно удовольствие. Фильмы «Один дома» – золотая классика, обязательная к просмотру каждый Новый год. Неудивительно, что им было посвящено такое количество видеоигр. В этом выпуске мы рассмотрим первую часть «Один дома» для консоли NES. Сюжет игры относится к заключительной части фильма, когда мокрые бандиты Марф и Гарри уже влезли в дом. Кевину нужно от них убегать, пуская в ход всевозможные ловушки. Несмотря на довольно реалистичные декорации, в игре есть интерьеры комнат, подвала и даже домика на дереве. Геймплей убийственно прост. Это самая обычная аркадная игра жанра «Погоня в лабиринте». Сцена в игре только одна, и чтобы победить, вам нужно продержаться целых 20 минут, беспрерывно убегая от бандитов и используя против них ловушки. В дни моего детства я просто обожал Микки Мауса и Дональда Дака. Они были повсюду, на наклейках, футболках и в виде игрушек. Показ диснеевских мультфильмов по центральному телевидению становился настоящим праздником. В этой игре вы сами станете персонажами мультфильмов и вместе с Микки и Дональдом отправитесь в увлекательное путешествие в мир иллюзий. Рождеству в этом мире посвящен лишь один этап. Но какой? В нем целое море подарков, а также елки, ангелочки и игрушки. Правда, этот этап находится в самом конце игры, и чтобы до него добраться, придется здорово потрудиться. Если вам понравилось быть в роли Санта-Клауса, то вот вам еще один увлекательный рождественский платформер, в котором нужно собирать подарки, атакуя врагов снежками. Больше всего игра напоминает сказочный сон, временами заставляя поражаться фантазии разработчиков, сочинивших все это. В основе всех игр про зеленого кролика Джаза лежит давняя история вражды зайцев и черепах из басни Эзопа «Черепаха и заяц». Злой лидер черепах Девон Панцирь похитил крольчиху Еву Длинноух, девушку-кролика Джаза. Путешествуя по фантастическим мирам, Джаз должен ее спасти. В придачу к оригинальной игре Джаз Джек Рэббит было выпущено целых 2 рождественских релиза в 1994 и 1995 годах. Движок игры остался прежним, однако теперь она наполнена духом Рождества. В отличие от оригинала, рождественские версии не отличались большим разнообразием.
Однако они очень красочные, динамичные и, несомненно, могут создать праздничное настроение. В дни моей учебы в колледже одной из самых крутейших компьютерных игр был Duke Nukem 3D. К месту и не к месту, вы постоянно слышали Duke Nukem Must Die. Однако мало кто знает, что у этой игры была специальная рождественская версия под названием «Ядерная зима». Она была создана фирмой Simply Silly Software в 1997 году и выпускалась в качестве пакета расширения для оригинальной игры. Вас, несомненно, позабавят огромные снеговики, веселые рождественские мелодии за кадром и монстры в шапочках Санта-Клауса. Наш новогодний выпуск подошел к концу. Но это еще не все. Вас ждет вторая серия, в которой мы продолжим знакомить вас с лучшими рождественскими видеоиграми для других игровых систем. В некоторые из них, возможно, вы захотите поиграть и сами. Но мне лишь остается пожелать вам в новом году новых рекордов. И не только в играх.